Так, продолжаем. Ам, Что хочется, получается, сделать? Хочется поработать через Paperclip. Если мы... Я так понимаю, что вот эти вот все задачи, они... Нет разницы, на каком языке мы пишем. В любом случае это воспринимает искусственный интеллект, который может читать на любом языке, поэтому здесь не обязательно на английском писать, и здесь можно просто на русском все вставить. Так, это первая задача для гендира. Next. Paperclip dev. Гендир. Наймите сотрудника, которыми... Ну да, я хочу, чтобы вы со мной пообщались и взяли требования к проекту, взяли требования, что и как я привык создавать, и после этого уже что-нибудь делали. Здесь вот изменилось название нашей компании. Здесь вот переключалка между этими компаниями: будни вайп-код блогера, MyAI, компания, где мы тестировали ZAI, нашел все свои задачи и все их повыполнял. И сейчас нас интересует вот здесь. Два разрешенных агента. Почему два? Давайте сравним, что здесь. Здесь агенты вообще не добавлены. Здесь у нас CEO, CTO, Гермес Дев. Здесь два гендира. Первый гендир и второй гендир. Почему их два? Мы следовали полностью инструкции, мы просто клацали в самой панели. Здесь агентов дубля агентов нету, здесь есть. Этот запущен, выполняет какую-то задачу. Этот не запущен. Какой-то апдейт тут прилетел. А куда он прилетел? Ага, то есть вот наша первая задача. И какой-то непонятный агент, потому что еще мы его не одобрили. Так, тыкнем в эту задачу. Я бы тогда этого агента поставил на паузу во всяком случае. Ага, то есть получается... Есть генеральный директор, которому просто сгружают глобально инструкцию по проекту Paperclip, чтобы он понимал, как шевелить эти все проекты. А я, получается, где я это смотрел? Где я был? Где я смотрел? Так, назад, назад.
назад. Так, смотрим, где это instructions. Инструкции. Гендиректор инструкции и этот гендиректор инструкции. То есть и там инструкции одинаковые. Вот мы переключаемся здесь, находимся в той же самой вкладке. И здесь, то есть этот гендир тоже имеет понимание, как управлять пепперклипом, как инструментом. Если он тоже это все имеет, то тогда действительно первое это дубль. Мы его просто terminate и оставляем одного, который работает. Задержка это, наверное, что-то мы должны одобрить. Давайте обновим CF5. Вот, инбоксы у нас прилетели. Раньше я здесь не видел в инбоксах ничего. Сейчас давайте почитаем. Имя. Возможно, он что-то на русском сделал, и оно сломалось. Гендир сюда вписалось адекватно, но это нет. Наймите сотрудника, который умеет опросить клиента, что ему нужно. Capabilities. Давайте почитаем, что за навыки у него есть. Проведет интервью с клиентом для выявления их требований, болевых точек и целей, составляет структурированные брифы, содержащие описание объема работы, предпочтительно технологического стека, планов развертывания, требований к дизайну и критериев приемки, задает уточняющие вопросы и преобразует неоднозначные потребности в конкретные технические специализации. Не до конца. Мы здесь задали больше вопросов. То есть он потерял уже контекст. Внимательно изучи, какие пункты я перечислил, и ты можешь добавлять какие-то дополнительные пункты, но те, которые я добавил, выбрасывать запрещено. Ну, то есть он не спросил у нас вообще, что мы строим, где находится сам проект и как мы будем деплоить. А это важные моменты, без этого... Ну, то есть он упустил уже этот контекст здесь. Так, мы постим коммент. Request revision. Наверное, мы должны были request revision сделать. Так, а он сам втянется в работу? Вот он уже pending. А pending на ком? То есть issues появился или новый issue? Нет. Так, давайте мы скопируем полностью paperclip и запросим, что вообще, как он действует. Потому что я сейчас не до конца понимаю. Новая задача не появилась, никто ничего не выполняет. Этот отчитался о том, что успешно все сделал. Давайте просто run heartbeat запустим. Может быть, он автоматически подтянет ту задачу как невыполненную.
Вспомнил, кто он, подтянул инструменты и смотрит на то, какие задачи у него есть. До 20 слов. Означает отметить как повторно отправленное на рассмотрение. Видно, что статус сейчас revision requested, запрошены правки. Это значит, что кто-то... Ага. Ну, вроде бы... И кто-то что-то делает. Что-то выполняет. Так. Заблокированный статус. Ага, то есть он проверяет комментарии в тредах для понимания, почему заблокировано. Pending Agent Analytic. Окей, да, хорошо. Capabilities. Ну ладно, давайте заапрувим. Просто я не понимаю, что изменилось или что не изменилось. А здесь у него blocked. Ладно, давайте заапрувим и посмотрим, что будет дальше. Мы уже поняли, что он хотел назвать этого агента аналитик. Можем его как-то переименовать? О, он сам поставил задачу. Вот это мне уже нравится. Это мне нравится. Я хотел уже создавать эту задачу. Ну, мне Paperclip уже начинает нравиться. Молодцы, ребята, молодцы. Ну, прямо умнички. То есть мне уже действительно, может быть, не надо будет так глубоко залазить в управление разработкой. Нам бы еще этого аналитика переименовать чуть-чуть. Получается еще один дополнительный баг, что кириллица не воспринимается адекватно. Ну, то есть где-то она воспринимается хорошо, адекватно, а здесь вот выявилось просто вопросами. А, Instructions, Skills Configuration. О, имя. Аналитик. Бизнес-аналитик.
Вроде бы как-то так. Как там пишется, через дефис или просто? Да, через дефис. Бизнес-аналитик сохранить. И я бы, наверное, его попытался настроить на ZAI модельку. Сейчас это Sonnet. Давайте скопируем наши настройки, где они уже работают. Заходим в Hermes Dev, Configuration. Сделаем пометку, что это у нас бизнес-аналитик Hermes. Попробуем через него поработать. Title, report to SEO. Угу. А где тут report to? Ага, report to Gendir, окей. Адаптер. Он у нас ничего еще не выполняет, да? Давайте откроем inbox. Issues. Заблокирован. Бизнес-аналитик вроде бы сюда нанят. И он задал какие-то вопросы. Но эти вопросы не поступили ко мне в inbox. Поэтому я их и не увидел, но вопросы были заданы. То есть Cloud Code увидел задачу, понял ее и начал выполнять. Так. Мы выбрали Hermes агент. Давайте протестируем. Ой, волнительный момент. Мы настраивали там часами, десятичасиями эту связку. Покажи зелененький, пожалуйста. О, слава богу. Классненько, все хорошо. Environment поднят. Автоматически все сюда прописалось. И ключи подтянулись. Я только не знаю, почему он через хайку работает 4.5 флеш. Но это надо будет поправить, но это уже не в этом видео. Во всяком случае, попытаемся это исправить. Значит, мы заходим в... Нет, это там, где у нас уже все работает. Вот здесь вот нам надо настроить то же самое. Мы здесь должны выбрать Hermes агент, сохранить и здесь вот оттестировать окружение, потому что вот это Paperclip Dev, а здесь другая. Так, и здесь проблема, то есть связка не видна. Я надеюсь, что просто из-за того, что у нас не прописаны сейчас наши обертки, то есть нам надо дать связку к этой обертке, сохранить. Модель. Если можно дефолт, то было бы классно, потому что там должна по дефолту подключиться версия 4.6. Так, сейчас ничего не работает. Я надеюсь, что это из-за API ключей. Копировать.